Сегодня у нас вторая серия нашего мастера спорта по копированию чужих идей, по пересказыванию чужих вебинаров, по копированию слайдов и текста. И сегодня мы поговорим о его программе, что она из себя представляет, откуда она взята и насколько он не понимает вообще то, о чем он, собственно, говорит. Так, ставлю опять секундомер. 15 минут, пожалуй, уложимся. Вот, я не буду показывать его бесплатные видео, я хочу, чтобы люди посмотрели, за что они платят. То есть мы разбирать будем именно платную программу, за что люди платят деньги. Итак, вот, собственно, программа. 14 дней, подготовка. Вот. Сразу скажу, вот этот текст по питанию, это текст писал лично я. Он скопирован у меня. Это я писал для клиники, для людей, для пациентов в методичку для прохождения подготовительного этапа. Ничего не вижу плохого, что человек скопировал, но если ты не понимаешь, почему именно я написал вот это, зачем ты об этом говоришь? То есть человек не понимает, сейчас мы в этом еще убедимся, почему я это написал, почему я написал именно так. Так, перечень чего нужно. Ну, конечно же, здесь есть перекись водорода, куда же без неумывакина. И сода должна быть. Конечно, ее наверняка нужно пить. Хорошо. Тюбаш тоже писал я для своего детокса. То есть это все было скопировано. Вариант тюбажа еще с касторкой. С касторкой я не писал, у нас авторская схема тюбажа. Вот все остальное, ну, часть текста моего по приготовлению желчегонного сбора, по приготовлению отвара овса. Вот, чистим почки, чистим сосуды. Все остальное, ну практически все, скопировано у Виталия Соболевского. Тоже ведет курсы, до него мы еще дойдем. Вот, то есть лимфодренаж, вывод паразитов, клизма. И лимфодренаж и клизма, ребята, это разные вещи, абсолютно. Клизма – это кишечное орошение, промывка толстого кишечника. Лимфодренаж, ну это массаж можно назвать лимфодренажом, то есть манипуляции по приведению, по усилению тока лимфы. Клизму тоже я писал. Вот. Все остальное, вся схема там с чесноком, с перекисью, с содой взята у Виталия Соболевского. То есть, если у человека ушло 20 лет, чтобы научиться копировать и вставлять, нажимать две клавиши Ctrl-C, Ctrl-V, ну, тут как бы достижения такие баснословные просто. То есть, никаких своих исследований, своих схем здесь и в помине нет. Ну, за исключением, может быть, какой-то зарядки, растяжки и так далее. Ладно, это вкратце по схеме. Давайте посмотрим, как он эту схему преподносит, что он говорит. Сегодня разберем только первый этап, там будет их несколько. Вот. И вы убедитесь, насколько слабые знания, слабый понятийный аппарат, то есть что человек вообще городит, и я не понимаю. Полный бред, отсутствие каких-либо знаний вообще. Какие-то 20 лет практики даже рядом не стояли. Хорошо, поехали. Дни первый, подготовка. Включим звук. Угу. Вот, методичка наша. Смотрите, друзья, что у нас с вами будет. В ближайшие 2 недели основная у нас задача будет корректировка питания и ряд процедур, которые мы будем делать. Хорошо. Страниц у меня здесь, я вам скажу сейчас, 14 страниц. То есть даже не знает, сколько страниц его методичка. Вот мне надо успеть вам это все сейчас... 2 часа видео идет, все смотреть не будем, посмотрим минут 10-15, этого будет достаточно, чтобы понять. Дальше там вода, ответы на вопросы и так далее. Это ладно. Если хотите, я потом еще сниму отдельно по ответам на вопросы. Выдать. Понятно, что эта методичка, она у вас останется, но чтобы вопросы сразу минимизировать, я хочу сейчас рассказать это более подробно. Давай. Анастасия пишет, методичку в группу выложите. Выложим, конечно. Обязательно, Настя. Будет методичка, все будет. Вот. Так, вот смотрите, что ключевым образом нужно сейчас нам сделать. Во-первых, нам нужно исключить те продукты, которые вызывают большое слизеобразование в кишечнике, вызывают какие-то процессы застойные, которые могут склеивать какие-то частички, да, продукты, которые... Какие продукты там что склеивают, какие-то частички? Какие частички? Ну ты расскажи людям, что вот такой-то продукт вызывает слизеобразование, вызывает склеивание каких-то частичек. Застойные процессы, это все общие какие-то понятия, не относящиеся вообще к моему списку.
которые могут кормить паразитарную флору, вот это Ага, паразитарная флора. Друзья, загуглите, что такое паразитарная флора. Любой ребенок, по-моему, даже в детском саду знает, что флора – это растение, фауна – это животные. Паразиты, гельминты относятся к царству животные. Это фауна. Какая к черту паразитарная флора? Ты что, ты за 20 лет не выучил, что такое флора-фауна, и не можешь назвать паразитарную флору гельминтами, либо просто паразитами, я не знаю. нам нужно на время сейчас сократить, а лучше, конечно, исключить. Более того, паразиты питаются кровью, независимо от того, что вы едите. Также паразиты питаются клетками эпителия, ну смотря какие, независимо от того, что вы едите. Паразиты, там те же аскариды, питаются пищевой кашицей, независимо от того, что вы едите. Паразитарную флору вы не будете ни кормить, ни мучить голодом. Там астрицы те же питаются бактериями, независимо от того, что вы едите. И вот обратите внимание, то, что я здесь Обращаем. сейчас написал, Это я написал. И не сейчас, а 5-6 лет назад. исключить из рациона. Во-первых, это все сладкое. Причем сладкое даже те продукты, которые полезные, да, вот те же самые там бананы, груши, арбуз, дыня, они очень сладкие. Ну, читать умеешь, молодец. Вот есть продукт, например, очень сладкий, есть кисло-сладкий. Если мы возьмем для сравнения яблоко. Яблоко есть красное, есть кисло-сладкое, да. А вот зеленое, оно кисло-сладкое нам подходит, красное сладкое пока нежелательно. Вот именно на этом этапе. Почему? Потому что это будет создавать резкий подъем уровня сахара в крови, Не и будет. тем самым паразитарная вся флора будет, хочешь не хочешь, подпитываться. Хочешь, не хочешь, паразитарная флора будет подпитываться. Да она и так будет питаться. Мы потребляем пищу, у нас есть кровь. Паразитарная ваша флора, ну ладно, хватит шутить. Паразиты как питались, так и будут питаться, если речь идет только о еде. А наша задача сделать так, чтобы мы их сейчас ослабляли, и потихоньку они уже отцеплялись от тех мест, где они есть, и как бы освобождали, да, свое вот это присутствие. Так, вот Оксана сразу спрашивает по поводу фиников, грецких орехов. Вот если говорить про грецкие орехи, можно, да, в замоченном виде, но немножко, чуть-чуть. Чуть-чуть. Там буквально 1 столовую ложку, ну 2 столовые ложки в день, не больше. Это тоже мы писали, ну, орехи, мол, можно на программе или нет. Да, решили оставить там 2 столовые ложки в салате, например, да. Вот, чтобы, ну, чтобы все-таки не совсем скудное было питание. Про зеленые яблоки, грейпфруты тоже я описал, что хоть что-то, чтобы человек ел, чтобы был какой-то вкус. Потому что на одних салатах, ну, не каждому будет комфортно. Все, что касается орехов. По поводу фиников. Финик это самый высоко... Поэтому с финиками не рекомендую сейчас, потому что это будет очень активно кормить паразитарную флору на данном этапе. Поэтому с финиками... Я буду каждый раз смеяться, слушая паразитарную флору. Увы, вам придется это потерпеть. Я не могу иначе. Не стоит. Не стоит. Так, огурец Не стоит соленый, смеяться. бочковой, не маринованный. Вот если огурец сделан по всем правилам, без уксусов, да, то есть обычная там, например, органическая хотя бы соль использовалась, более-менее это... Странно, в предыдущем нашем видео он сам писал, что уксус как бы надо ежедневно. Тут без уксусов. Более того, человек делит натрий хлор на органическую и неорганическую. Натрий хлор неорганическое соединение, независимо от того, как его приготовили. Способов получения соли есть там 3 или 4. Она вся неорганическая. Где твои знания по биохимии хваленные? Вообще по все химии. допустимо, да, это можно делать. Допустимо, хорошо. Как правильно делать висцеральный массаж, я это расскажу. Вот еще и массажист. Сахар тоже, сахар тоже. А можно четкий список вообще всех продуктов, но у нас тогда это растянется прям на километровую пачку. Я хочу, чтобы вы понимали суть. Иначе по каждому продукту будет у вас непонимание. Да? Вы будете задавать так вообще по каждому продукту. Это, важно вам самим научиться понимать, этот продукт мне подходит или нет. Если он сладкий, да, и вы чувствуете... Сейчас нам нужно, чтобы мы получали питательную среду, но при этом у нас будет с вами... Мы бактерии, нам нужна питательная среда. Как бы гаситься активность паразитарной флоры до приема пищи, во время приема пищи и после приема пищи. За счет этого списка питания паразитарная флора не будет гаситься.
То есть у нас клетки-то получают питательные вещества, а паразиты как бы начинают потихонечку в этом плане испытывать вот такой вот недостаток этих питательных веществ. Они начинают ослаблять и потихонечку отцепляться. То есть мы их как Но это неправда, наоборот, они могут начать потреблять больше, выделять больше токсинов, могут активизироваться из-за резкого ограничения пищи. бы не сразу травим, потому что они начинают такие более агрессивные становиться, а мы создаем условия, чтобы они потихонечку отцеплялись от этих мест, и дополнительные процедуры и терапии, которые мы с вами делаем, они будут их высвобождать. Мгм. Вот, понимаете? Понимаю. Поэтому даже морковка и свекла, вот Галина спрашивает, да, на этом этапе вот эти первые 2 недели она пока не актуальна. Вот потом можно будет свекольный морковный сок подключать и дальнейшие этапы там самой морковкой. Но Почему я сюда включил морковку и свеклу? Потому что мы наткнулись на какую-то статью, она, конечно, не подтверждена, но на всякий случай мы это убрали из списка разрешенных продуктов, потому что есть мнение, что на морковных, на свекольных сахарах хорошо развивается кандида, а нам на подготовке это не надо. Более того, морковь и свекла – это очень сильные желчезависимые продукты. То есть нагрузка на печень может быть высокая, поскольку мы и так ее будем давать препаратами. сейчас не рекомендую. Так, овсянка можно. Вот смотрите, обратите внимание, что лучше исключить. Это мучное, все, особенно хлебобулочные изделия, которые вот из белой муки, то, что содержит термофильные дрожжи. Я исключил это не из-за того, что там термофильные дрожжи. В дрожжах вообще никакого дела там нет. Это опять же субстрат для развития кандиды. Любые макароны, ну, короче, любые вот эти изделия из них. Алкоголь, табак, понятно, Понятно. закисляют организм очень Закисляют организм. Ну, очень что. сильно. Мгм. Так, подождите пока с вопросами, а то я не успею вам рассказать. Я предлагаю вам сейчас таким образом поступить. Я буду уже Промотаем. потихонечку отвечать, в лучшем случае, там, час-полтора. Так, интересно, есть кто-то, кто вообще все подготовил и может завтра? Не завтра. Я вам начать к старту и не начать тогда, чтобы вас никто особо так не дергал, готовили свой организм, чтобы консервированный горох, фунчоза. Вот все консерванты тоже мы убираем. Вот все, что консервированное, это тоже будет у нас выжигать нашу микрофлору симбиотную и, соответственно, больше развивать патогенную. Нам это Да не будет консервированный продукт выжигать вашу микрофлору. В роли консерванта может выступать стеклянная банка, вакуумно закрытая. Это будет консервант для продукта. сейчас не нужно. Нам нужно это все устранить. То Устраняем. есть все молочные продукты дальше, это сыры, сметана, молоко, кефир, творог. Это одни из самых слизеобразующих продуктов для кишечника. Тоже. Дальше, мясо любое в виде там мяса, рыба, птица, ну любое. Яйца, высокобелковый продукт, который также очень Кстати, рыбу я сюда не включил, потому что к нам люди приходят, уже знают, что рыбу есть не надо. много продуктов распада остается в кишечнике, и, к сожалению, это все тормозит. Следующее. Рожь, белый рис. Вот по поводу риса, если у вас какой-нибудь бурый рис, коричневый рис, там, красный, там, вот этот более-менее еще можно, потому что он содержит грубую клетчатку, то есть вот эти вот чешуйки, да, которые там есть, и это усваивается более-менее. Белый же рис, пропаренный рис, создает такую клей в кишечнике, и это будет наоборот тормозить все эти процессы. Ну, это, во-первых, не доказано. Я включил, опять же, сюда на всякий случай. Но это не доказано. Более того, про слизь я сниму тоже отдельный еще ролик, мы об этом поговорим. Процесса очищения, поэтому его А, не рыба, стоит. вот написано рыба. Перловка, Молодец. картофель. Картофель, единственный картофель, который здесь можно допустить, это только молодой картофель, не более месяца. Но сейчас не сезон, поэтому не актуально. Если говорить про такие Не более месяца, что, от роду жизни картофелю или что? Более месяца. сорта, как батат, например, да, сладкий картофель, он в этом плане более приемлем, но он опять-таки сладкий. Ой, И затянется получается, видео, что он походу. тоже не актуален. Поэтому любые сорта картофеля. Давай Дальше быстрее. пшеница, кукуруза, морковь, свекла, все, что сладенькое, тоже сейчас пока не актуально. Чай, кофе, надеюсь, понятно, и долго на этом мы останавливаться не будем. Лучше их заменить там цикорий, например, или травяные чаи, то есть все, что на основе дикоросов. Вот. Ну и рыба морепродуктов, занятия, я думаю, по паразитарной инвазии все смотрели. 4 у нас на бесплатной неделе. Вы какие-то другие продукты все купила, кроме хрена, сейчас спрашивает.
Можно, но не налегайте, не увлекайтесь им. Так, почему нельзя морковку и свеклу? Только что объяснил. Не Потому что объяснил. сладкие продукты в этом плане нам сейчас не актуальны. Вот. Не то чтобы всегда нельзя, только на эти 2 недели, еще ближайших 2 недель. Не путайте, друзья. Скажите про соль, Ирина спрашивает, можно солить? Можно, но органическая соль. То есть любая морская соль, там гималайская соль, каменная соль, розовая соль, это все, кроме поваренной. Вот поваренной нет. Поваренная соль нам сейчас наоборот может... В чем разница между солью, полученной естественным путем из морской воды, там, в солончаках, например, натрий, хлор, и поваренная соль? Поваренная или вываренная соль получается из рассолов, тоже выпаривают. Разницы никакой нет. Это все неорганическое вещество. Почему ты называешь их морскую соль органической? Я не понимаю. Это просто, ребят, это высшая степень безграмотности. И этому человеку дали деньги, чтобы он кого-то лечил. сыграть отрицательную роль. Перекись без добавок не нашла, ничего страшного. Так, бурый рис разрешается, бурый рис разрешается. Кие. Они могут быть в виде как сырых, так и вареных, так вот овощи могут употребляться в разном сочетании, в разных видах, но главное, чтобы овощи не вызывали вздутие и газообразование. Это ключевое. У кого-то в сыром виде усваиваются хорошо, а кому-то... Это не овощи вызывают вздутие и газообразование. Если у человека дисбактериоз, либо застой желчи, тогда начинает там все это дело бродить. Овощи тут толком ни при чем. в сыром виде, вот взять ту же самую капусту, да, содержание сера, оно будет вызывать там мощный процесс вот, очищения и, например, Эти продукты разрешены в этой схеме, потому что они оказывают минимальную интоксикацию, а продукты с сильной интоксикацией, алкоголь, молоко, мясо, исключены. Принцип простой. Ты почему это не знаешь? 20 лет практики. Например, это будет в сочетании со слизями или там какими-то конкрементами в кишечнике вызывать большие вздутия, неприятный дискомфорт. Соответственно, это на этом Сочетание со слизями и конкрементами вызывает вздутие. Нет, это называется дисбактериоз. этапе не ваш продукт. Выбирайте те продукты или доводите их до такого состояния, когда это будет усваиваться. Если вы чуть-чуть притушите на водичке, это будет усваиваться лучше, чем в сыром виде. Угу. Если у вас уже в сыром виде усваивается хорошо, и кишечник это воспринимает хорошо, тогда это будет очень хорошо. Тогда это будет просто круто и замечательно. Так, что там Энергию, дальше? но энергия была такая не быстрая, а долгоиграющая, да? Терпкий немножко вкус, и можно добавлять на птицу к нулю. Топленое сливочное масло не подходит для жарки? Нет, не подходит. Смотрите, дальше. Пойдет на пользу. Имбирь, куркума, гвоздика. А вот это пойдет на пользу, это уже наш врач дописывал. У меня этого не было по специям. Вот, это наш врач Анастасия в клинике уже дописала. Гвоздика обычная, да? Ту же самую гречку, к примеру, да? То есть вот гречку употреблять за день до тюбажа очень хорошо. Следующим образом. Я пока начат не... Запускаем обновление. Причем тут тюбаш и обновление? Обновление чего вообще? Я смотрю, вот чтобы никто не обижался, я расскажу все вопросы, потому что я вижу, что чат просто не отключается. Вот на этой странице у меня, к сожалению, нет такой функции отключить чат. Иначе я не смогу вам выдать необходимый объем нужной информации. И постоянно будем дергаться. Я вам рекомендую сейчас, вот я все выдам, я буду это родные и близкие уже практически, да. Угу. Смотрите, тюбаш. Тюбаш нам нужен для того, чтобы запустить более активно желчеотток печени. Ну, правильно. И будет у нас их 3. Первый тюбаш это будет как бы первый день старта. Уже нужна соответствующая диета, которая не будет вызывать вздутие и газообразование. Я рекомендую... Ой, я исключил, вот это опять же мой текст, я исключил за день до тюбажа овощи, масла, жирные там и прочее. Я оставил гречку, крупы, там, яблоки, не потому что это вызывает газообразование, а потому что это желчезависимые продукты. Максим, на будущее, это, наверное, это уже скажешь, ты же мастер копировать. Зачем тебе разбираться, если можно подождать, пока люди разберут и объяснят тебе на блюдечке, как это работает. Более того, я вот недавно снимал ролик про зондирование, объяснял, почему именно так. И то, вот последняя группа у нас, или 2 группы пациентов ели овощи и до тюбажа, до зондирования, и в день тюбажа, и все как бы нормально.
Просто я пристраховался во избежание нагрузки на печень лишней. Рекомендую это Ну, ту же гречку. ту же самую гречку, к Да, примеру, да, то есть конечно. гречку употреблять за день до тюбажа очень хорошо Тут же стабилизирует написано. это все, даже и в день тюбажа можно Что она употреблять стабилизирует? гречку. О чем ты Также во говоришь? время этого периода рекомендую пить настой овса. Мгм. Чтобы этот настой приготовить, его лучше тоже сделать заранее. То есть вот я здесь написал, какой будет настой Это я написал. овса, прям такой термоядерный. То есть я обычно рекомендую 3-4 столовые ложки, но чтобы здесь прямо концентрированная хорошая смесь получилась, это вот я специально написал, вот Это я смотрите, 6 написал. столовых ложек, залить Как получилось 6 столовых ложек, ребят? Вот он использует 3-4, да, а 6 якобы термоядерный. Нет, мы когда искали, как приготовить отвар овса, там было написано там, треть банки или треть термос там, насыпать. Но получалось так, что он сильно разбухал, впитывал влагу, и там овса толком-то и не оставалось, ну, именно настоя. Вот, я взял литровый термос, насыпал то 6 столовых ложек, настоял. Вот получилось много воды, она получилась, много самого отвара, она получилась вкусная, вонючая, собственно, с бактериями, мы даже под микроскопом это дело посмотрели, и с ОВП. Вот, то есть, и поставили 6 столовых ложек. Все было сделано на глаз, не для того, чтобы это было термоядерное. 1 литром теплой воды, 40 градусов, и настоять ночь, к примеру, да, 10-12 часов. Будет этот настой примерно по окислительному столбцу работать Понятно. сразу с нескольких сторон и насыщать нас необходимым зарядом, и уже работать с патогенной микрофлорой, и уже помогать. Не будет овес работать с патогенной микрофлорой. Здесь овес включен потому, что он обладает противовоспалительным эффектом и, собственно, содержит много аминокислот. Вот для этого. И дает также слизь, потому что если вот слизь, ты говоришь, не нужна, нужна слизь. Это противовоспалительный эффект. Это мешает связываться, попадать, вернее, в кровь, реагировать там с клетками печени, с клетками там эпителия, ЖКТ, чтобы не было аллергической реакции, не было иммунного ответа. Слизь связывает аллергены, патоген там, и так далее. Для этого нужна слизь. Также для обволакивания, если есть эрозийные какие-то явления в кишечнике. Более активному желчеоттоку, таким образом, Овес да. не желчегонный. Плюс пойдет на пользу в эти дни еще лимонно-грейпфрутовый сок. Но это подходит, смотрите, вот по поводу лимонно-грейпфрутового сока подходит тем, у кого нет повышенной кислотности в желудке. Если повышенная кислотность желудка есть, то разбавляем с водичкой 50/50. Да всегда соки нужно разбавлять, независимо от кислотности. Да, кому-то пить соки такие нельзя, кому-то можно. Но разбавлять соки нужно всегда, иначе идет нагрузка на поджелудочную достаточно высокая. Вот. Опять же, это теория, на практике, неизвестно мне лично как. Просто это включено сюда, чтобы человек пил в течение дня эти соки. 50. Вот. Либо только оставляем в рационе настой овса. Угу. Вот. Я надеюсь, тоже в этом будет понимание. Дальше. Как только мы провели все эти процедуры, тюбаш в этот день вечером обязательно принимаем расторопшу. Расторопшу мы можем принимать как в виде шрота готового, семена, перемалывались и все полезные свойства от расторопши. Вообще расторопша просто мощный продукт, прямо мощный гепатопротектор. Я вам рекомендую его употреблять на постоянной основе. Но как минимум в день Расторопша действительно отличный гепатопротектор. Есть и лучшие гепатопротекторы, но они очень дорогие. Расторопша дешевый, прекрасный гепатопротектор. Но на постоянной основе расторопшу пить нельзя. Это не имеет смысла, потому что организм – это живое существо, он умеет адаптироваться. И к эффекту расторопши адаптируется, недели за 2 точно. Может чуть дольше, но потом просто эффект расторопши сведется к нулю. тюбажа его нужно обязательно, чтобы поддерживать работу печени, чтобы клетки обновлялись более комфортно. Поэтому расторопша обязательно. Сама процедура тюбажа, смотрите, кому-то она может быть некомфортна, кто-то уже имеет опыт работы с тут понятно, просто желчатоком таким активным, да, и здесь вот давайте посмотрим, что у нас есть еще. Взаимодействовать с кураторами, абсорбирующее действие. Плюс у них есть жиры, жирные кислоты, которые нас насыщают. Это тоже очень активно помогает нам связывать те токсичные вещества. Идет укрепление сосудов. Пакиваться и работать. И так делаем каждый прием пищи, вообще каждый.
Но бывает, хрен вызывает еще, помимо этого, Про хрена где есть у тебя про соду? если нету ни того, ни другого, ни третьего, то какой-то из этих вариантов вы можете использовать. Коры осины. Вот, давай. Вот, осиновая кора в этом ключе с теми же самыми Ослабление деятельности паразитов и их выведение из печени, желчного пузыря и желчных протоков. Популин не травит печеночных паразитов. Не травит. Это вранье. аписторхами, Про песторхов давай. клонорхами, мощных препарата, которые работают в этом плане просто как автомат, как я люблю говорить, это популин и экарсол, то есть препараты на основе коры осины. Вот, осиновая кора в этом ключе с теми же самыми аписторхами и клонорхами себя зарекомендовала одни из лучших, да, вот у них свойства. Есть еще грибной препарат. Это вранье. Кора осины не травит аписторхов, клонорхов и тем более не выводит. Дополнительно, да, можно использовать, но не рекомендую, потому что, если вы сейчас броситесь пить там кору осины, может стать гораздо хуже. Не травит и не выводит кора осины печеночных паразитов. Это вранье. Как она у тебя там зарекомендовала себя, я не понимаю. Препарат, вот про который я вам уже говорил, это на основе грибов лисички. Вот смотрите, мы тормозим работу паразитов до приема пищи, да? Во время приема пищи, вот то, что мы едим, принимаем, и после приема пищи, ускоряя работу по выбросу желчи, затормозив. Или можно, например, добавить вместо лимона какую-нибудь ромашку или там календу, то, что будет... Где про перекись или про соду есть у тебя что-нибудь? Добавить тот же самый лимон, да, пакиваться и работать. И так делаем каждый прием пищи, вообще каждый. Какой-нибудь был. Это вот облегчит вам активированного угля. Но уголь, он себя очень хорошо зарекомендовал. У него просто нет, в отличие от большинства этих препаратов, обволакивающих способностей. Вот. Такие вот... Активированный уголь очень глупый сорбент. Да, советская методика себя зарекомендовала, да. Но поры активированного угля, они больше, чем бактерий. То есть он может собрать и полезную микрофлору тоже. Поэтому лучше заменить на вот эти вот, Максим, смотри, вот. Они дороже будут, у тебя будет меньше покупать программу, но активированный уголь это ерунда. Способности есть вот в основном клетчатка очень хорошо почистит кишечник. Если же не получается делать смузи, нет, например, блендера. Я рекомендую... Сода, где соду ты используешь? В клизмах? Аргозит форте, антиоксидант, гинкобиоба. Вот эти вот, скажем так, шкурки, цеплять свои вот эти вот, скажем так, щупальцы и потихонечку выходить. Вот с прошлого потока... Что? Нет щупальца? Обычный желчегонный сбор номер 3. Но по факту вот эти... Тоже вот эту схему это я писал. Вот, смотрите, желчегонный сбор номер 2 и 3, это есть практически в любой аптеке. Я специально вот подбирал те компоненты, которые можно как альтернативу найти где угодно, даже в глухой 20 деревне. лет подбирал. Вот это Красавчик. тоже должно быть в любой аптеке. Угу. Вот. Следующее. Вот смотрите, мы тормозим работу паразитов до приема пищи, да? Во время приема пищи, вот то, что мы едим, принимаем, и после приема пищи, ускоряя работу по выбросу желчи, затормозив питательную, скажем так, вот эту составляющую для паразитарной инвазии, для паразитарного заражения, чтобы они не получали вообще никаких питательных веществ. Чтобы все наши процедуры способствовали тому, чтобы паразиты... Да, они будут получать питательные вещества. Просто эти препараты будут токсично действовать на паразитов. Начали потихонечку ослабевать, отцеплять свои вот эти вот, скажем так, щупальца и потихонечку выходить. Вот с прошлого потока... Какие щупальца? О чем ты говоришь? Часть паразитов не имеют органов и механизмов прикрепления. Несколько человек мне там писали, у кого-то вышел там 30 сантиметров паразит, у кого-то 40 сантиметров, у кого-то... Покажи фотографии. Где? У меня этих фотографий полно. Где выходят у вас паразиты там? Покажи. Чуть меньше, у кого-то прям... Ладно, пойдем дальше. Это здесь подходит у нас приседание. Приседание.
помола какая-нибудь, да, органическая соль, которую можно здесь Вот использовать. опять органическая соль. Начинаете, ванна у нас, ну сколько она обычно? Загуглите органическая соль, что это такое. Натрий, хлор там даже близко не стоял. 150-200 литров, да, находясь в щелочной Ванна ванне. с содой. Вообще Ладно, без проблем. нормально. Давайте про Вот. щелочную ванну посмотрим. Он такой уже пересушенный. Также будет очень хороший детоксикационный эффект, но просто воздействие на тело будет только через ноги. Просто у нас в ногах очень много всего скапливается, да, и вот именно активация на ногах помогает это также очень хорошо все выводить. Плюс все окончания и точки, которые есть на ногах, представительные зоны, которые есть на ногах, они соединяются с каждым нашим органом в теле. Поэтому также очень мощная процедура. Ну, конечно, чуть-чуть она уступает ванне, соответственно, в этом плане, когда нет Где про ванну? вытягивать эти токсины через поры. Вот. Но если вы чувствуете, что прямо мощная идет, Ну, содовая ванна хорошая вещь. Человек пропотеет, как бы, да, могут отеки уйти, может, что еще произойти. Ну, просто с потом, да, выходят токсины, да. мощно идет такой спад энергии после этой процедуры, потому что очень много организм будет тратить энергии на то, Да, что чтобы такое. вывести эти токсины, то просто сокращайте по времени. Делайте не 30-40 минут, а делайте там, начинаете там кратить в 2 раза. Либо время для тех, кто чувствует высокую интоксикацию. Ладно, давайте закругляться. Воду в этом плане предложить как альтернативу. Ответ на вопрос немножко Какие-то поспорим, пару практики минут. и делаем дыхательную, да, натощак. Не ведитесь на ролики в интернете, это нормальная соль. Вот. То же самое перекись. То, что там пишут дополнительно бензоат натрия, это просто состав, который позволяет этой перекиси не испаряться. Это же летучее вещество, оно же испаряется очень быстро. Так она в закрытой баночке, в закрытом бутыльке. Куда она будет испаряться-то? Просто для того, чтобы дольше хранилось. Ничего в этом страшного нет. Так, Страшное есть в самой соде и в самой перекиси. Нельзя это пить. про перекись еще раз несколько, насколько он вреден. Ну вот, есть, да, вот в этой пленочке как раз таки такой концентрат хранился, Андрей, хорошо, да, то есть не испортил. Прямо сейчас это турбечь сами. И такой, ну, обычная вода становится. Можно ли начинать подготовительный курс через 10 дней после эфира? И что, нужно ли очищать семечки тыквы? Это второй признак. То есть белые точки на ногтях. Составы приготовить сразу. Вот. Ту же самую, если польза, заряд теряется. Ну, там длина. Можно. Сено, кора крушины. Можно. Что вас будет поддерживать? Там 10 дней, я думаю, Где не еще? ходите с грелкой, лежите на правом подреберье. Все, больше ничего Так, интересного. измельченным чесноком перемешать с хреном. Мы говорим про семечки, про семена тыкв. Так, ба-ба-бам. Мясо можно есть? Нет, Марк, мясо у нас здесь противопоказание. Противопоказания. Если отсутствует желчный, надо ли делать тюбаш? Обязательно, Дмитрий, надо, я уже об этом говорил. Так, а можно воду для клизм озонировать? Можно, но лучше использовать просто обычную чистую воду. Так, Максим, я с первого вебинара перестал есть мясо, молочку. Да, Молодец. это уже настораживает. Так, если на пачке с солью написано морская поваренная, подходит? Нет. Ну, Да. если для употребления в пищу, нет. Если для приема ванны, допустимо. Почему? Но желательно, чтобы была чисто морская соль. Почему? Вот, не поваренная. А в чем Если разница? кроме хрена и овса для стимуляции почек другие препараты, Так, ладно. с ног начинаем. Хорошо? Не забывайте, такой старт это вот буквально через пару-тройку дней, когда вы все это... И что? Нужно ли очищать семечки тыквы? Ломать будут. Что правильно? Чтобы правильно кости срослись. Можно в ванну в третьем варианте? Мои подопечные, да, женщины, которые, конечно, не нужно себя насиловать, и можно сделать это без грелки. Или
соду тоже гасить. Не обязательно соду гасить, но если вы ее погасите, она на самом деле не то чтобы гасится, она просто лучше растворяется в этом То плане. есть соду пить надо, да, И где-то? Я вообще слово упустил. гасить будет не совсем корректно, потому что сода в принципе не гасится. Не, Ну, это верно, вот да. это вот выходит из нее, да, вот просто химическая реакция происходит. Если вы Ладно, мы затянули прессионной уже по нагрузкой, времени. либо мы работаем. В общем, как видите, человек не понимает вообще, о чем он говорит, зачем он взял вообще эту схему, абсолютно её не понимает. Это паразитарная флора, неорганическая соль, тут 20 годами какой-то практики вообще не пахнет. Абсолютно необразованный, без понятийного аппарата. Но, ребят, это только начало. У нас еще впереди несколько роликов. Дальше будем продолжать по этой схеме. Там будет очень смешно, очень интересные будут моменты. Извиняюсь, что так долго затянул, но можете посмотреть на ускоренной перемотке, если что. До новых встреч, всем пока.